После просмотра этого видео вы наверняка перестанете бояться этот вид орхидей. И вот почему. Вы начнете понимать суть, ведь, на мой взгляд, этот вид орхидей один из самых простых в уходе. Легко размножается, быстро растет и не предъявляет никаких особых требований. Сегодня на канале классика орхидейного жанра история длиною в год. История о том, как вырастить из одного кейка полноценную орхидею. Привет, друзья! Вы на канале классика орхидейного жанра. И если вам нравится то, что делаю я, пожалуйста, поставьте пальчик вверх под видео и напишите комментарий. Это важно для канала и для алгоритмов YouTube. Ну а теперь, как всегда, очень подробно и обо всем по порядку. Ровно год назад, в июне 2023 года, я получила вот такой кейк дендробиума в посылке из Кемерово. Татьяна Егорова, постоянная зрительница YouTube-канала и участница Telegram-канала, прислала мне этот кейк со словами: «У меня 1,5 года все равно не растет, может быть, вырастет у тебя». Эту детку дендробиума Татьяне подарили, но в ее условиях и в ее посадке почему-то растение развиваться не захотело. Давайте попробуем разобраться, почему. Приобретая новый вид орхидей, вы должны обязательно понимать те условия, при которых этот вид орхидей будет благополучно развиваться. Все орхидеи условно можно разделить на 3 большие группы – холодного, умеренного и теплого содержания. Если в вашей квартире весь год очень тепло, то есть температуры превышают 25 градусов Цельсия, орхидеи холодного содержания в вашу квартиру лучше не приобретать. И наоборот, теплолюбивые орхидеи не для вас, если в ваших территориальных условиях температуры в квартире редко превышают 20 градусов Цельсия. У Татьяны в сибирском Кемерово в квартире всегда очень жарко, то есть температуры не понижаются ниже плюс 25 градусов Цельсия, а на ваших экранах дендробиум холодного содержания, дендробиум нобеле. В содержании этого дендробиума обязательно должен присутствовать период холодного содержания, когда температура воздуха понижается до плюс 15, плюс 18 градусов Цельсия минимум. При этом при прохладных температурах растению должно быть очень светло. И такой период, когда растению очень светло, прохладно и достаточно сухо, должен длиться как минимум 1 месяц для правильного развития. В природных условиях период покоя таких дендробиумов продолжается с ноября по февраль при температурах плюс 15, плюс 18 градусов Цельсия. И если в ваших домашних условиях нет возможности создать для этой орхидеи период покоя хотя бы в 1 месяц, эта орхидея точно не для вас. А вторая существенная ошибка, которая бросается в глаза, это неправильная посадка детки. Для маленькой детки высотой всего 8 см был подобран горшок диаметром 12 см. Этот горшок не соответствовал ни размеру корневой системы растения, ни размеру самого растения. Субстрат тоже подобран неправильно, поэтому растение фактически не захотело в нем укореняться и буквально вывалилось из горшка. Я поменяла для этого дендробиума все: емкость для посадки, субстрат, и изменила условия содержания в сторону правильных. Давайте посмотрим, что стало с этой орхидеей дальше. В течение месяца после переезда из Сибири во Владивосток у орхидеи наметились признаки новой жизни. По всей длине сформированного побега дендробиума есть почки, из которых могут появиться вот такие детки или произойти цветение. При подходящих условиях развитие детки происходит очень быстро, буквально на глазах у нее одновременно развивается собственный стволик и корневая система.
Какие это условия? Дендробиуму нобеле в период активной вегетации нужны стандартные летние условия северного полушария, температуры от 22 до 28 градусов Цельсия. Более низкие температуры замедлят вегетацию, а более высокие могут ввести орхидею в состояние стресса. Через 2 месяца после получения, в августе 2023 года, детка выглядела уже вот так, с хорошо развитой корневой системой, которая начала проникать вглубь субстрата. Давайте посмотрим на вариант посадки. Я посадила это растение в прозрачный стакан объемом 180 мл на фитиль, конечно же, с растениями-помощниками в горшке. В одном из предыдущих видео я рассказывала вам, что симпозиальные орхидеи относятся к полуэпифитам, то есть их корни не предназначены для сохранения и удержания большого количества воды. Весь запас воды и питательных веществ сосредоточен в туберидиях или ложных бульбах растения. Ложная бульба или псевдобульба – это то, что вы сейчас видите на своих экранах. За счет запаса питательных веществ внутри псевдобульбы на ней развиваются детки. Субстрат мелкий и влагоемкий, ведь вы помните правило: чем мельче растение, тем мельче субстрат для его выращивания. Для выращивания таких малышей вполне подойдет мох. Я использовала кору хвойных пород деревьев очень мелкой фракции, резанный мох, кремниевит и кокосовые чипсы. За 2 месяца растения-помощники уже образовали естественные фитили, которые проросли ко дну посадки. На мой взгляд, выращивание орхидей в одной посадке вместе с растениями-спутниками выглядит невероятно эстетично. Еще через месяц, в конце сентября 2023 года, я отделила детку методом простого откручивания. На тот момент корней у детки было так много, и все они стремились вглубь горшка, что медлить было нельзя. Нужно было определять детку в отдельную посадку. Вот так выглядит место отделения детки от туберидия материнского растения. Это место я просто подсушила и ничем не обрабатывала перед посадкой. Но если вы переживаете и хотите перестраховаться, места отделения и на детке, и на материнском растении можно обработать любым дезинфицирующим средством, любой спиртовой настойкой, для этого предназначенной. Я посадила детку по образу и подобию материнского растения в обрезанную пластиковую бутылку с большим количеством вентиляционных отверстий и на фитиль. Я не стала усердствовать и пытаться определить эти растопыренные корни в более узкую емкость. Посадку сделала влагоемкой и очень хорошо воздухопроницаемой, аэрируемой, для того, чтобы корни орхидеи могли не только пить, но и дышать. Тонкий фитиль из капронового чулка в этой посадке доходит до самого верха, для того, чтобы мох, которым я задекорирую посадку, мог расти и был всегда красивым и зеленым. Отделяя детку в конце сентября, я рассчитывала на укоренение в новой посадке в течение 1-2 месяцев и на предстоящий период покоя. Все получилось ровно так, как я и предполагала. За 2 месяца, то есть к концу ноября, молодая детка оформилась во вполне взрослое растение. Ее некогда тонкий стволик наполнился запасом воды и питательных веществ. Период покоя проходил на северо-восточном окне с хорошим уровнем дополнительного освещения. В данном случае период покоя не был нацелен на предстоящее цветение, а скорее на вызревание туберидия. Это очень важно для дальнейшего правильного развития орхидеи. В данном случае правильным развитием является появление нового побега от основания туберидия предыдущего. С появлением нового побега от основания начинается новая волна вегетации, и период покоя считается оконченным.
Во время периода покоя полив минимальный, субстрат поддерживается в едва влажном состоянии, но ни в коем случае не пересушивается. Я много раз уже обращала ваше внимание и сделаю это еще раз. Молодым растениям просушки и пересушки до хруста в принципе категорически противопоказаны. С началом активной вегетации регулярный полив возобновляется. В моем случае я снова определила растение на фитиль. На ваших экранах конец марта 2024 года и новое молодое растение в начале новой волны вегетации. В конце марта и до начала мая во Владивостоке все еще функционирует система центрального отопления, и вегетация проходит при таких параметрах. Температура воздуха в дневные часы от 22 до 26 градусов Цельсия, в ночные часы чуть ниже 20 градусов. Влажность воздуха во время функционирования системы центрального отопления низкая, от 20 до 40% максимум. Еще через месяц с наступлением теплых апрельских дней обе части дендробиума нобили стали выходить на открытый балкон для получения и приучения их к прямым солнечным лучам. Напоминаю, любые орхидеи нужно приучать к солнцу постепенно, если вы хотите, чтобы они получали свою ежедневную норму прямых солнечных лучей для правильного и физиологичного развития. Обратите внимание, на той псевдобульбе, которая пришла в посылке, тоже началась новая волна вегетации. Появился еще один кейк или еще одна детка. И снова корни детки опережают в развитии само растение. Размер корневой массы больше размера листовой массы. Во второй посадке к концу апреля этого года размер детки от основания достиг размера взрослой псевдобульбы. Но пока это лишь тонкий молодой побег. Развитие дендробиумов циклично и очень понятно. За одной стадией развития следует другая. Новая детка на старом туберидии дендробиума нобили будет проходить все те же стадии развития, что и предыдущая. Совсем скоро и эту детку можно будет отделить от туберидия, который пришел в посылке из Кемерово год назад. Какое развитие считается правильным для нового молодого растения? Каждый новый побег должен быть выше и сильнее предыдущего. Это прежде всего касается молодых растений, которые только-только начинают развиваться, образовывая новый куст. Этот момент нужно очень тщательно отслеживать, и если новый побег вырос тоньше или меньше предыдущего, обязательно нужно поработать над условиями содержания орхидеи. А до какой высоты в принципе могут вырастать туберидии дендробиума нобили? В природных условиях эта орхидея может вырастать до метровой высоты. В домашних условиях обычно не вырастает выше 60 сантиметров. В данном случае высота молодого побега 16 сантиметров. Орхидея до сих пор растет в обрезанной прозрачной пластиковой бутылке и пока в пересадке не нуждается. Посмотрите, пожалуйста, на непарный лист, который растет практически вертикально. Это стоп-лист, который указывает на то, что данный побег вверх развиваться больше не будет. Этому молодому побегу теперь предстоит сформироваться в зрелой туберидии и накопить в себе необходимый запас питательных веществ и воды. Все это будет происходить до начала нового периода покоя. Что будет, если период покоя дендробиуму нобили не обеспечить? У молодых растений детки начнут образовываться там, где им не положено это делать. Взрослые растения начнут
мельчать и перестанут цвести. Сейчас на ваших экранах абсолютно новый дендробиум нобили, который я вырастила из прежнего туберидия, пришедшего в посылке ровно год назад. Обратите внимание на соотношение подземной и надземной части этой орхидеи. В посадочной емкости активно развивается корневая система, она не стремится убежать через верх посадки или через вентиляционные отверстия, а это прежде всего означает, что растение все внутри посадки устраивает. Для этого вида орхидей вполне подойдут непрозрачные посадочные емкости, но новичкам я все же рекомендую взять прозрачный горшок. Для выращивания этого вида орхидей подойдут все те же самые растительные средства, которые мы используем и для фаленопсисов. Настои, настойки, соки. Об их использовании для орхидей вы можете узнать из плейлиста «Целебные снадобья для орхидей». Доподлинно известно, что использование сока алоэ дает более пышное цветение по всему стволу дендробиума нобили. Использовать растительные средства в качестве дополнения к уходу нужно исключительно в период вегетации растения. В период покоя никакие подкормки дендробиуму нобили не нужны. Наверняка вам интересно, как зацветет этот экземпляр. Пример цветения от самой первой владелицы этого дендробиума я вставлю в виде картинки на экран. Но для меня, разумеется, важным и главным было не цветение, а возможность показать вам все циклы развития этого дендробиума. Ведь из-за легкости размножения детками дендробиумов часто делятся, ими обмениваются, но далеко не все знают, как правильно их содержать. А еще я сделала это видео, потому что у Татьяны в Кемерово появился новый жилец. Вот такого малыша-крепыша дендробиума Татьяна выменила себе в коллекцию. И чтобы ошибок было меньше, сегодняшнее видео послужит наглядным и практическим пособием по выращиванию этого малыша. Если у вас остались вопросы по выращиванию молодых дендробиумов в домашних условиях, вы можете задать их в нашем телеграм-канале. Ссылку на него я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. Присоединиться к каналу классика орхидейного жанра в YouTube можно, нажав на кнопку «Подписаться». Присоединяйтесь к нам и помните, что впереди у нас невероятно много интересного.